Всем привет! На очереди у нас продолжение создания натюрморта из лоскутов, пряжи и ниток мулине. Приступаем к вазочке. Я использовала как основу очень старинную ткань, которая мне очень нравилась, но которую мне в ходе моделирования объема, света и теней пришлось почти совсем закрыть. Так что для основы выбирайте ткань попроще, чтобы потом не жалеть. Здесь на главную роль привлекла нитки мулине, но пряжа тоже немного поучаствовала. Прогладила без всяких скрепляющих растворов, просто утюгом, чтобы немножечко прижать, зафиксировать. Сейчас попробую все это дело пришить. Вот здесь чуть-чуть приклеила уже очень коротенькие ниточки. Вот пришила свободным зигзагом шелковыми, не шелковыми, вискозными, темно-синими нитками. Сначала шла в таком направлении, потом поняла, что это неправильно, надо идти в таком. И вот начерно пришила, сейчас буду заниматься детализацией. Ну, в общем, нетрудно было пришивать. Чуть подправила маркером некоторые места, которые должны быть совсем темные. Потом их выстрочу. Вот так акценты. Убираю цветочки. Вот, и чуть-чуть затемняю нитки. Если ваза холодная, то рефлекс отражения от стола должно быть теплым. Вот здесь у нас такая будет шерстинка. Нитки для теплого рефлекса беру тоже теплые. Делаю тени на столе от вазы. Они будут теплые. Возьму нитки какие-нибудь соответствующие. Пришила их свободным широким зигзагом, все время напоминая себе, что сейчас у меня задание как можно меньше прибегать к помощи стежки и вышивки. Но все равно надо было немножко разретушировать между ними и по краям, чтобы немножечко все-таки тень была плавная. Но фиолетовые нитки, я думаю, не буду особенно акцентировать, поэтому зашью их темно-синими, плавно переходя на более светлые участки. Ну вот сейчас этим и займусь, потом покажу вам результат. Ниток будет несколько. Вышила вазочку. Шла исключительно горизонтальным зигзагом или в таком направлении, или в таком. Потому что вертикальным идти, он зашьет всю фактуру, и ничего у нас там внизу не будет видно, ни ниток, ни лоскутков. Хотя здесь уже почти не видно, когда работала с оттенками, пришлось много строчить, вышивать, поэтому, к сожалению, много здесь зашила ниточек. Но здесь еще кое-что видно. Здесь граница между светом и тенью. Так я сделала, постаралась плавный переход, но вообще она всегда довольно резкая. Вот, и такой теплый рефлекс внизу. Вот вышила соцветие специально довольно широко и специально не очень тщательно, чтобы был воздух. Вот эта пряжа декоративная, на удивление, подошла по цвету, по фактуре. И вот эта бежевая тоже. Я
из нее сделала светлую часть стола. Ну, здесь понятно, я ее прихватываю слегка клеем перед вышивкой. И дальше прикрепила некоторое количество волокон, отщипнула их от басмы. Басма – это вот эти куски пряжи для валяния, вернее, не пряжи, а шерсти. В тот момент у меня еще не было фельдцевальной машинки, поэтому я приклеиваю эти волокна для того, чтобы потом вышить их поверх на своей жаномке, швейной машинке. Эту декоративную пряжу я тоже слегка прихватываю клеем перед вышивкой, но старалась при вышивке сделать это так, чтобы вот эти боковые ворсинки оставались непришитыми, чтобы веточка как бы дышала. То есть я вот сейчас, если вам видно, я разгребаю их в разные стороны и стараюсь идти точно по центру, прикрепляя только центральную часть пряжи. Ну, теперь на очереди пришивание занавески на окно. Я ее решила сделать из очень старой шали, которую обнаружила у себя в закромах. Такая еще с люрексом советская. Я вообще не очень люблю блеск на своих работах, но здесь, поскольку работа такая вечерняя, сумерки за окном, то я подумала, что небольшое количество блеска очень умеренно не повредит картине, а может быть даже ее обогатит. Долго думала, пришивать ли бахрому или оставить ее так свободно висящей, но потом подумала, что все-таки для того, чтобы картина не имела прикладного вида, а все-таки была картина, и надо это пришить. И пришивать я решила эти нити бахромы вперемешку с тонкими полосками тюля. Пришивала и мононитью, и нитями в цвет вискозными, блестящими, и немножечко добавила металлизированной золотой нити. Вот эти тоненькие полоски тюля, я подложила их под низ бахромы, а бахрому решила пришивать сверху. И вот эта полупрозрачная лента, я ее порезала на тонкие полоски, очень хорошо подошла. В центр цветка положила крошечный кусочек тюля, и это сразу придало ему такое углубление в центре. Вот почему мне хочется так заморачиваться, сама не знаю. Казалось бы, красками все это сделать намного проще. Вот посмотрите, сколько тут булавок, сколько тут крошечных кусочков, чтобы создать переходы света и теней. Это ведь один мазок кистью. Ну, естественно, если художник понимает. Но почему-то с тканями, при работе с тканями, есть какая-то магия необъяснимая. Вот, например, здесь тоже проще мазнуть кисточкой, чем поднимать все эти бахромушки, прикалывать, потом, мучаясь, строчить мононитью. Но вот почему-то хочется это делать. Вот теперь у нас тут тень. Надо ее усилить. Будем сейчас усиливать фатином. Занавеска пришита. В основном это была мононить, но кое-где и вискозная, как я уже сказала, и кое-где металлизированная золотая нить.
Она так придавала скромный блеск кое-где, особенно вот за вазой сзади на темной стене. После того, как закончила работать с окном, прошлась вышивкой свободным зигзагом, уже вертикальным, таким более густым, по периметру картины, по стенам и столу, чтобы окончательно перемешать и сгладить переходы между лоскутами. Но старалась сделать это не слишком обильно, чтобы осталась видна фактура. Тени сделала тюлем. И здесь немножко и немножко вышивки соответствующими нитками. Здесь только нитки. В середине тюль. Теперь дошла очередь до фруктов на столе. Сливу я делала вот из этой ткани. Ее я покупала в магазине для пэтчворка. Но, как мои постоянные зрители знают, такую ткань можно изготовить и самим. У меня есть ролики на тему окрашивания ткани. Попробовала сделать 2 сливы, но поняла, что синего слишком много, желтого и красного не хотелось добавлять, поэтому решила добавить какой-нибудь зеленый фрукт. Но по размеру я думаю, что это, наверное, фейхоа. По цвету холодный зеленый вполне сюда подходит. Тени накладывала кусочками малюсенькими тюля. Вот таким вот образом. Работая в технике нитяной живописи, надо, конечно, иметь очень много ниток самых разных оттенков. Это мое собрание только холодных зеленых, а есть еще много других. На этих фото я показываю постепенное увеличение количества вышивки от фото к фото. Ну вот, вышивка закончена. Показываю еще раз почти законченную работу. И тут мне пришла в голову мысль как-то оформить края с помощью краски. Я это делала в прошлой работе, тоже была ваза с цветами, и там мне результат очень понравился. Вот, размешала акрил с небольшим количеством воды, чтобы он лучше проник в волокна ткани. И хотела сделать такую размытую границу между лоскутами и паспорту. Смешала несколько оттенков для того, чтобы сделать более темным. Ну, начала вполне нормально, но поскольку я человек увлекающийся, то не смогла вовремя остановиться и сделала это гораздо больше, чем хотела в самом начале. После чего поняла, что края надо снова закрывать паспорту из мешковины. Вот я это проделала. Но, тем не менее, вот узкая полоска краски, я ее оставила видной на виду. И мне она, в общем-то, понравилась. Она создала такой более плавный переход. А поскольку мешковина очень такой ползучий материал, то я прошлась прямой строчкой по периметру картины, пришивая паспорту 2 раза, для того, чтобы четко зафиксировать форму. Ну что ж, картина готова, вот результат. Скажу честно, она мне самой нравится. Шилась она как-то легко, под настроение. И в первый же день после того, как я выставила ее на ярмарке мастеров в своем магазине, она была куплена. В
В следующем ролике мы с вами отправимся в подводное путешествие в обнимку с фальцевальной машинкой. Там будет много-много интересного. Я знаю, что многие из вас ждут, когда же я наконец покажу свою новую машинку в действии. Спасибо за внимание и до встречи!